Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Немного начинаю, если что, игру не с нулевой секунды, потому что я чуть-чуть провтыкал. Знаете, я сначала с вами поздоровался, а потом обратил внимание на второй монитор и увидел, что у меня запись не была включена, и я чуть, если честно, не посидел. Почему? Потому что, возможно, эта игра будет топовой, которую надо будет выложить, а я по итогу провтыкал бы запись. И чисто бы поговорил сам с собой вот эти вот 40 минут. Так, играю игру эту вместе с Марком, ну уже знаете, как по дефолту играю вместе с Марком, потому что у нас с ним тайминги совпадают, и по сути мы постоянно почти вместе играем, потому что он в сети, я в сети, и мы можем, скажем так, вместе контент записывать. Потому что он играет на имбе, я играю на имбе, ну, иногда, конечно, я играю на имбе. Но такое бывает, и у нас зачастую жесткие противостояния получаются. Ну, и от этого, соответственно, интереснее, потому что он знает, что я хочу, и я знаю, что он хочет. Ну, в плане того, что я уже могу заранее предугадать, на чем он будет играть. И, соответственно, он так же самое. Потому что наиграли уже совершенно, точнее, очень дохрена вместе. Так, сегодня ж вышел патч. Сегодня вышел патч. Немножко, можно сказать, бафнули охотников, да, в плане того, что теперь собака, когда был воином, теперь он собака-охотник. И, соответственно, можно собрать 6 зверей, 6 охотников. Ну, насколько это, конечно, будет прикольно, если честно, не знаю. Потому что, ну, меня берут смутные сомнения, что это хоть как-то заиграет через 6-6. Медузу там порезали, теперь у нее дальность атаки меньше намного, прям на дохрена намного меньше дальность атаки у нее. Даже под гноме брошкой это будет слезы. По-моему, гноме брошка не дает сейчас дальность атаки. Именно имею в виду гноме синергия дворфов. О, кулончик. Тайдуху, кстати, бафнули. Дизраптора бафнули. Возможно, я здесь сыграю на 6 богах через Тайдуху. Потому что Тайдуху там нереально жестко бафнули. Теперь у него откат способности на втором уровне, как раньше на третьем было. Это очень жестко. Типа, я не знаю, кто им пишет патчи баланса, но это полный абсурд, то, что они творят. Просто полнейший абсурд. Разрабы гении, ну, что я могу сказать. Ну, серьезно, я не могу адекватно реагировать на такие патчи баланса, потому что они делают то, что вообще не надо было делать и трогать. Вам надо было совершенно другое менять. Нет, они трогали совершенно иное. Ну, это больные люди. Иначе я не могу это назвать. Потому что, ну, в действительности, патч баланса сделал то, что не надо было. Ну, ладно. Единственное из приятного, то, что они сделали, это апнули посох 3-го тира. Это прям очень приятно. Тут, кстати, у меня 4 орка на старте, поэтому я буду играть через 4 орка. Пока что 4 орка это в принципе отлично. Плюс есть Джаггер, которого сейчас ты, ну, можешь брать и хочешь брать, потому что урона он нереально дохренища вкидывает. И если правильно собрать все, то там будет вообще тонны урона. Можно вообще будет попробовать реально сейчас сыграть на охотниках плюс 6 зверей, показать вам, насколько это будет профитно, насколько это будет не профитно. Короче, ребят, я забыл. Просто забыл. Присаживайтесь и поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Но кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Но также, ребят, возможно, сегодня будет стрим, либо же будет завтра стрим. Но об этом я сообщу в своем телеграм-канале, поэтому на него обязаны подписаться, чтобы вот знать всю информацию. Я, кстати, выйду из экономики и поставлю панду. А вдруг мне панда принесет дизраптора, а? Не, ну, конечно, мне панда, скорее всего, принесет единственное что. Это более разочарование и болт на 28. Потому что, чтобы она мне принесла дизраптора, это я не знаю, кому мне надо было бы молиться перед игрой. Серьезно, не знаю. По всей видимости, здесь будут шаманы собираться в этой игре. Рыцари, скорее всего, потому что есть в игре Омника, а там уже посмотрим. Но у меня пока что план таков. Я хочу попробовать через 6 богов и Тайдуху сыграть, чтобы показать, насколько теперь это мощно. Сейчас это, наверное, просто развал, потому что в 2 звезды у него откат как в 3 звезды. И там, когда ты 6 богов поставишь, по сути, ты будешь иметь то же самое, что раньше, когда у тебя тайт был в 3 звезды. Очень жесткий приятный баф. Я, кстати, жрецов на всякий случай буду брать, потому что есть хорошие реликвии. Реликвия, точнее. Это аптечка священника.
Баф людей у Марка. Хорош. Но если Джиггернаут у меня придет в 2 звезды, то под 4 орками, в принципе, я буду себя отменно чувствовать. Ну, у меня, конечно, предметов не очень. Точнее, предметы не очень под него. Были бы хотя бы чуть-чуть предметы на скорость атаки, было бы вообще замечательно. Ребят, кстати, там мне часто в комментариях пишут о том, что, типа, в чем смысл 2, 4 и 6 богов, ребят. Ну, не прикалывайтесь. Там, если чуть-чуть вниз так опустить, там, где про синергии пишут, там написано: бонус синергии суммируется. Поэтому первый, второй уровень объединяется, третий уровень дополнительные плюшки дает. О май гад, был. Генеральчик. Это мне нравится. Вот это мне нравится. То, что доктор прописал. 8-й раунд мне выпадает генерал. Надо сейчас как можно больше будет клеверов. Я хочу попробовать через генерала, значит, поиграть. Все, кулон есть. А почему я хочу, знаете, через генерала поиграть? На самом деле все просто. Смотрите. Сейчас же посох 3-го тира бафнули. Раньше было 10% за то, что ты можешь стаки получить на этот посох 3-го тира. Сейчас сделали 25%. То, что за уничтожение вражеского героя ты можешь получить, соответственно, стак на посох. И эти стаки не имеют лимитов. То есть ты можешь сделать себе 30, 40, 50, 60, 100 стаков на этот посох. И вот я вам хочу продемонстрировать имбу. Плюс, ну, мне в целом нравится играть через генерала. Мне в целом нравится играть через генерала. Почему? Потому что я его несколько месяцев целенаправленно пытался собрать. Вы сами это помните. Вы помните, сколько я пытался, сколько я жаловался, как горела у меня задница от него. Вы это все прекрасно помните, поэтому надо, скажем так, закрывать свой гештальт на этого генерала. Чтобы я прямо вот, знаете, хотел сказать, нарыгался. Наигрался на нем по полной программе. Чтобы меня аж тошнило от него. Вот насколько надо сейчас наиграться с этим генералом. Так, я смотрю, я не один такой скилловый. Там чуваку пришел хитрец. Ну ничего страшного. Ну ничего страшного. У меня пока что все хорошо, все нормально. Кстати, по поводу вебки и освещения. Я прекрасно знаю о том, что у меня сейчас вебка не так хорошо передает мое лицо в целом. Вот все вот эти вот тона, освещение. Короче, вы поняли. Ну, типа, плохо передает. Чисто потому, что, во-первых, у меня окно открыто. Если я его закрою... Серьезно? Генерал? А тут Мамора есть? Ой, генерал. Дизраптор? Охренеть, ребята. По-моему, это что-то сейчас будет. Пожалуйста, дай Мамору. Бог рандома. Дай мне Мамору. Давно такого не было, чтобы мне панда легендарку суммонила. Причем рано. И сейчас, знаете, сейчас по закону подлости 100% гнезда Мамора не будет. 100%. Вот смотрите. Я Ванга. Сейчас мне падает какая-то хрень, я рандомлю, и мне падает какая-то хрень. Чекайте, вот смотрите. Просто смотрите, наблюдайте, я Ванга. Не, на то, что мне упало с панды Дизраптор, это вообще что-то нечто. Я же сказал, хрень. Вот почему я не удивлен. Вот серьезно, почему я не удивлен? Почему я не удивлен, что именно мне падает аптечка священника? Вот когда мне надо конкретная реликвия, какой-то закон подлости произойдет. Ой. Я не буду пока аптечку эту хоть как-либо реализовывать. У меня стол очень сильный, у меня 3 шамана, у меня 4 орка, я дамажный, я сильный, я подкачанный, я прокачанный. Поэтому буду максимально сейчас использовать силу своего стола, а там, если меня прям жестко начнут гнобить, то, соответственно, тогда я буду активировать аптечку священника, ставить себе жрецов. А возможно, если будет все вообще как бы прекрасно, замечательно, и жизнь будет медом, то я эту аптечку священника на 10 уровне активирую. Но это, скорее всего, ну, как-то на грани невозможного будет, поэтому вот как-то так. Ну, посмотрим. А вдруг? Ну ладно. Не, на самом деле, то, что мне панда принесла дизраптора, если честно, я офигел.
Я думал, что пандочка мне принесет единственное, что это болт на 28. Она мне принесла и генерала, и она мне и дизраптора. Так может мне сейчас пандочка еще одного генерала, а лучше двух, чтобы я его сразу в 2 звезды собрал и сыграл через него? Буду закрывать свой гештальт? На шаманах я, ребят, сразу говорю, я не буду играть на шаманах. То есть вот начальный старт у меня будет на шаманах, потом я вот хочу целенаправленно теперь через генерала. Вот видите, как игра перевернулась. Сначала я думал на 6 богах через Тайдуху, через дизраптора поиграть. Теперь у меня в голове иное. Я хочу через генерала поиграть. И там я уже буду думать, либо же это будет 9 магов, либо же это будет, соответственно, 6 богов. Посмотрим, посмотрим. Вот. Что еще хочу по поводу патча сказать? Я, кстати, почитал комментарии по поводу того, что там Саня реализует ту сборку. По поводу нежити сразу хочу сказать. Это такая каторга на нежити играть, серьезно. Я попытался сделать бессмертного Никса, я пытался сделать нежить. На свое усмотрение, естественно, через Никса там и тому подобное. Я пытался. И хочу сказать откровенно честно, то, что разработчики это полностью, как же так сказать, чтобы это было не слишком жестко? Короче. Я не понимаю, почему разработчики не перенесут пакт мертвецов в первый тир. И почему они не сделают 100% шанс на первого тира фигура. Не понимаю, вот серьезно. Хоть что мне говорите, но я этого не понимаю. Они там пакт этот мертвецов крутят, мутят и тому подобное. Была у меня игра. У меня после этой игры сгорело на мертвецов окончательно. И я пока что на мертвецах не буду пытаться ничего делать. Вот. Суть в чем? У меня была фигура первого тира. В 2 звезды. Тиник, по-моему. Да, Тиник. Он у меня 7 раундов не хотел перевоплощаться. Куш сорвал сюда. Еще генерала засмонил. Сюда, детка. Сюда, детка. Это все мне? Ай, хорошо. А мне пока все нравится. Винстрик сбил. Полностью кайфую, стол силен. Вот. 7 раундов у меня не перевоплощалась фигура первого тира. На то, что у меня перевоплотится фигура первого тира, шанс срабатывания 90, мать его, процентов. 7 раундов она не перевоплощалась. 7. Я не понимаю разработчиков в этом плане. Почему до сих пор пакт мертвецов во втором тире, а не в первом? Не понимаю. Шапку первого тира перенесли во второй тир обратно, как она и была. Это та, которая дает ценность продажи плюс 1 монетку. Разработчики... Я уверен, что в скором времени мать насекомая полетит. В третий тир обратно. Уверен. Как скоро? Там где-то полгода пройдет и полетит в третий тир. У меня, честно, очень много негатива по поводу текущего патча. Сделали то, что делать не надо было. Из приятного это то, что бафнули они горного вождя. Теперь, когда горный вождь будет брать вражескую фигуру в свой контроль и бить тебе пол, то ваши герои могут бить в это время. Вот это вот обалденный момент. Обалденный момент. Апнули урон Дюку, но мне больше интересно, они знают, что Дюк не работает по урону. То, что урона нет у Дюка на способности. Там подписчик и в Телеграме писал о том, что он написал техническую поддержку и скинул кусочек видео, там, где Дюк вообще не наносит урона. Вот и посмотрим, что они ему ответят. Но, если честно, я уже опустил... Да что ж у меня так нос чешется? Если честно, я уже опустил руки, я перестал им что-либо писать. Абсолютно. Типа, это бесполезно. Они никак не реагируют. Чтобы понимали, помните, Короче, зимой это было аж. Зимой, до Нового года, по-моему. Со мной там связались первый раз разработчики, предложили постримить их турниры, там ля-ля-ля. Вот. Они предложили как бы постримить турнир. И там они мне там рассказывали, типа, если будут какие-то предложения, там... Ух ты, Акс пришел. Кайф. Если будут какие-то там предложения, то, соответственно, типа, пишите нам, все дела. Я им расписал там чуть ли не 200 листов А4. Ладно, не 200 листов. Я там нормально им такой текст написал, что типа забалансить, что там поднять, тому подобное. Они выкладывают через некоторое время, там, по-моему, пару месяцев патч. И все мои советы они спустили просто в унитаз. Ну и нахрена стараться, если они вообще никак не реагируют на своих пользователей. У меня аж кошка с ума сходит. Заорала на мгновение.
Все, концертов не будет от булки. На окне лежит, чилится, развалилась. И в какой-то момент просто заорала. Да. Так, Марк играет через воинов и будет играть через крутилку. Ага. Ну это будет битва титанов, судя по всему. Я, правда, у него одного Джаггернаута стырил. Ну, ничего страшного. Так, антимаг, отстань, пожалуйста. Не взрывай. На тебе, сайленс на лицо. На тебя... Ой, хорошо, генеральчик, красава. Просто умничка, генеральчик. Если бы он по первой линии сейчас бы станы так не закинул, то у меня не было бы, скорее всего, победы. Ну, не факт, конечно, но, скорее всего, не было бы. Пивная панда пришла, спасибо, не надо. Так. Блин, вот кошка заорала и в смысле меня сбила. Че я говорил? Ай, да ладно. Короче. По поводу нефритового генерала. Как я его буду реализовывать? Ну, я думаю, вы уже это прекрасно поняли. Но, если честно, я хочу пойти немножко дальше и усложнить себе задачу. Я не хочу просто через 9 магов играть. Я хочу играть через богов, наверное. То есть сделать... Или вообще... У меня гениальная идея пришла в голову, ребята. Играть через 6 людей и попробовать максимально быстро себе сделать 12 уровень. Четко? Я думаю, это охренеть как четко. Точняк. Кто вдруг забыл, то сейчас баф людей бафнули. Теперь, когда вы собираете баф 6 людей, неважно, выиграли вы либо проиграли, вы будете получать опыт, как раньше, когда вы выигрывали на своей доске. То есть до хрена опыта, короче, вы будете иметь. Надо реально баф 6 людей пробовать. Все, я буду пробовать баф 6 людей. Поехали. Попробуем сделать себе 12 уровень. А вдруг получится и больше уровня сделать. И знаете, что мне сейчас вот интересно стало? А вот если на 34-м раунде у тебя будет 12-й, да? Точнее не так. 33-й раунд, у тебя будет 12-й, ты выигрываешь раунд, но при этом у тебя уже 12 уровень. Куда лишнее количество опыта полетит? Оно будет больше, чем 12 стакаться? Или на 12 ты упрется, пока я не возьму талант на разблокировку 16 уровня? Вот такой вот у меня вопрос появился. Очень интересно. Да хватит мне пивную панду сыпать, дай мне что-нибудь полезное. Задолбал. Так, немножко богов поставлю. Блин, я теперь так хочу это проверить. Хочу это проверить. Я гвард, и я буду это проверять. Опа, Зевс там уже у чувачка. Угу. Мои любимые инсектоиды собираются. Любейшие инсектоиды. Да. Ну ладно. Я надеюсь, что мне посох 3-го тира упадет с первого раза. Короче, суть в чем. Кулон, посох, агоним. Что-нибудь на подсейв. И что-нибудь на манреген мне надо сейчас, чтобы генерал жил. А, обязательно мне надо будет, скорее всего, 2 бессмертия. Потому что я не хочу, чтобы у меня генерал умирал и терял стаки. Потому что если будет умирать и терять стаки, это будет жопа. Стаки и так трудно копить, а если он еще и будет подыхать, то будет печально. Почему я говорю за подыхать? Потому что есть щит 5-го тира, который, извините меня, как бы нормально так гадит где только можно. Так, Джаггера мы продаем, он нам не нужен. В принципе, шамана лавы мы тоже можем продать, он нам не нужен. Гоблины древние собираются там. Я удивлен, что рыцарей почти нет. Я думал, уже на такой стадии будет куча рыцарей. Ну и хрен с ними. Нет, так нет, у меня только хорошо будет. Хотя, если я генерала соберу, которого я планирую, то там вообще забейте. Там ни рыцари тебе не помогут, ну, по сути, ничего. Только щит 5-го тира может помочь, потому что урона будет катастрофически до хрена возвращаться. Так, что там у нас? Мастерская бума берем.
Во-первых, Дюха открыл. Во-вторых, мне пришла выдра с панды. Вот это гениально. Так, ну чё? Дай мне посох третьего тира, по-братски. Не, мне посох дай. О! Но чтобы посох мне этот реализовать, мне надо... Мне надо... убрать синергию шаманов, но я этого делать не хочу. Синергия шаманов мне еще нужна. Так я буду себя чувствовать намного сильнее. Вот я возьму 10-й, начну ролиться, чуть-чуть себя усилю хоть как-то, и, соответственно, тогда я смогу поменять свой стол. А сейчас я, к сожалению, этого сделать не могу, потому что у меня будет тогда слабее стол, и я потеряю винстрик. А я этого не хочу. Так, тут Фулгорн, Зевс, чуть-чуть шаманов. ДК у меня в 3 звезды перевоплотился. Тихо, 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 молодой. Успокойся. Хватит так летать жестко. 10 тысяч урона он надавал мне так-то. Джаггер в 3 звезды с Кирасой. Ого. Ого. Маннерген поставлю. Нужен ли мне Дум? Вот в чем вопрос. Да пусть будет Дум. Мана плюс 50 пока пусть будет в генерале. Пусть кастует свои камни сразу. Уи! 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 А стаков на посохе нету. 0 стаков заработал, прикиньте, за такую толпу. Обидненько. Ну ладно. Умник. Здорово. Так, Марк там винстрик забрал, вот это плохо. Все, кстати, если что, я могу уже ставить себе свою сборку, которую планировал. Чуть-чуть надо поролиться. Возьмем волшебников. Возьмем волшебников. Так, тебя продаем, тебя ставим, тебя вот так, тебя продаем, тебя ставим. Четко. Немножко богов, баб 6 людей, кайфуем. Но у меня сейчас собрана имба, поэтому я даже могу быть уверен в том, что меня не снесут. Ах ты ж гребаный орк-жрец, я за тебя забыл. Я забыл за этого гребаного орка-жреца, прикиньте. Так, снесу же я его. Уи! 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 0 стаков? Ты чё? Охренел? 1 стак. 1 стак пойдет. Надо больше стаков, богу стаков. Но. 10 тысяч урона, мало. Но зато кучу опыта лутаю сейчас. О, горный вождь есть. Можно как саппортика его будет подкинуть. ДК. Так, хан, кстати, можно 4 бога будет поставить. Я, наверное, больше склоняюсь к тому, что мне надо 4 бога поставить. Все-таки чем меньше КД, тем, соответственно, чаще будут лететь камни. Ну, кайфуем, кайфуем. Надо брать. Надо брать, надо брать. Еще один ДК. Можно 4 рыцаря было бы вообще поставить. Но надо найти легионку, чтобы заменить кунку, и тогда у меня будет 4 рыцаря. Тогда я буду намного плотнее, и урона, соответственно, будет больше. О, по-моему, я проиграл. Да, прикиньте, я проиграл, походу. Да, я проиграл. Чел на 2 хп сносит меня и сносит мой винстрик. Да иди сюда, ты легионка. У меня есть котл. Куда этого котла запихнуть? Котл это маг. Было бы 6 магов, было приятнее. Есть еще яйцо. Можно было бы сейчас его в Зевса закинуть. Наверное, так и стоит сделать. Я бы хотел Омника просто закирить пока что. Ладно. Зевс так Зевс. Ой, закирить Омника. На Омника хотел яйцо потратить. Так, отлично. Морская волшебница есть. Как раз там есть Тайдуха. Нам это пригодится.
Это мы будем использовать в своих целях. Сейчас выпадет дерьмо-шмотку, можно будет ее закинуть сразу в переплавку. И сделаем аганимчик себе. Если, конечно, получится с первого раза. Не, на самом деле, если сейчас получится получится достать аганим с первого раза, то это забейте. Это будет тупо моя игра, я все снесу здесь. Подчистую, под 0. Наследие духа и арканцы. Еще и Зевс идет. Не, ну наследие духа надо брать. На всякий случай защищать себя от того, чтобы я не сдох. 9 воинов через Джаггера, окей. А мы будем делать генерала через баф людей и рыцарей пока что. Не, ну, ребята, это моя игра. У меня есть жесткий сильный керри, и, соответственно, с бафом людей могу сейчас тупо себя комфортиком чувствовать. Мне очень интересно проверить теорию по поводу опыта. Если это в действительности так, это же будет жесть. Ну, я, кстати, пожертвую 50 маной. А жертва была не зря. Жертва-то была не зря. Аганимчик сюда. Четко. 9 магов, конечно, мне хочется тоже поставить. Но надо ли мне это? Надо ли мне эта боль? Так, инсек, здорово. Смотри прикольчик, инсек. Уи! Уи! А мне пох. Опа, кстати, дюк, рыцарь, друид. Кстати. Рыцарь, друид. Можно вообще 6 людей, 6 рыцарей. Будет сильно. Не? Мне кажется, будет это очень сильно. На самом деле, я сейчас живу прям так жестко, потому что никто не нашел себе щит 5-го тира. Как только кто-то найдет щит себе 5-го тира, я вот думаю, что Марк хочет найти себе щит 5-го тира по-любому, вот, играя через такой билд. И как только он найдет щит 5-го тира, то у меня будут огромнейшие проблемы, потому что я буду возвращать урон с камней сам себе. И тогда я могу терять стаки, причем жестко. И мне тогда понадобится бессмертие 5-го тира, потому что без бессмертия 5-го тира мне будет урон катастрофически огромный прилетать. Какой сайленс с горна? Алло! Там шанс 10% на срабатывание. Уже 3 раза мне прикинул сайленс. Все, пока, давай, пока-пока. Напрягает он меня своим сайленсом. Извиняюсь. Что-то в моменте горло начало першить и офигевать. Сейчас что, 11 возьму? Будет комфортик. Реально можно поставить себе либо 6 богов, 6 людей и 6 магов. Либо же поставить все-таки рыцарей, чтобы прям быть плотным-плотным, чтобы не так жестко получать в табло. Уже 9 стаков на посохе. Потихонечку растем. Я хочу найти Тайдуху и хочу найти горного вождя еще сверху. Будет у меня громаднейший стол. Как раз на самом деле горный вождь будет имба против Джаггера. Инсек, здорово. Инсек, пока. Пока-пока. Давай, отдыхай. Отдыхай. Сегодня не твой день. Молодой, горячий. Сегодня не свой день. Спасибо за то, что дал мне постакать посох. Стаки работают. Умник идет. Хорошо. Кто-то в 2 звезды пойдет. Так, у меня излишек сейчас людей. Но мне так не хочется продавать рыцаря, чтобы 4 рыцаря себе скипать. Ладно, поставим 6 людей, 6 магов, 4 рыцаря мы пока что разберем. Это сильно, конечно, то, что 4 рыцаря, это сильно, но... Я думаю, не стоит. Так, 10 стаков у меня на посохе, надо больше. Так, Марк, здорово со своей крутилочкой. Самое главное, чтобы Дум сейчас не прилетел моего генерала. Это самое главное. Уи!
Даже крутилка не помогла. Чтобы вы понимали, на крутилке 80% магического сопротивления. 80% магического сопротивления. Просто камнями я его задушил под 0. 14 стаков. Не, ну сейчас посох 3-го тира это лютая имба будет, я вам гарантирую. Если падает рано кулон, рано посох 3-го тира, то вы будете разрывать все и вся. Я, если что, хочу найти мифриловый доспех, чтобы защититься от любого там сайленса, хикса и так далее. Ну и плюс мифриловый доспех это все-таки мана леген. Дизраптор идет. Тайдухи и горного вождя не существует в этой игре. Ну ладно, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. Но пока что, знаете, вообще не нужно расслабляться. Вообще. Сейчас игра может жестко перевернуться. Как только находится щит 5-го тира, игра может очень жестко перевернуться. Поэтому мы не расслабляемся, мы булочки в напряжении держим. И готовимся. Не знаю к чему, но мы готовимся. К получению пиндюлей. 14 стаков на посохе. Нормас, нормас. Живем. Самое главное, чтобы у меня генерал случайным образом не сдох. Это самое главное. Еще, кстати, надо агра найти. Желательно, конечно, в 3 звезды, но это уже избыток. Перчатка 5-го тира у темного лорда. Помянем его. На гоблинах чисто играет. Поможет это ему? Смотрите. Уи! Уи! Минус 37. Сюда. Я думаю, чел там на гоблинах такой сидит и думает: боже, что это происходит? Что за дела? Кто это? Как это? Надо было друидов купить. Ну, кто знал. Ладно, дизраптор продам. Дизраптор мне не нужен. Так, хан 2 звезды. Я хочу хана собрать в 3 звезды, чтобы, если что, в него там всякое говно летело. Мне не надо, чтобы это дерьмо летело в меня. Автопокупку Омника и Зевса ставлю. Может, Омника и Звезда в 3... Омника и Звезда. Омника и Звезду. Да ёб твою медь. Омника и Зевса соберу в 3 звезды. Так, хорошо. У Марка пока нету щита 5-го тира, поэтому помянем его. Если они доживут до 35-го раунда, то, соответственно, у них будет шанс. Ну, либо чел вылетит и кучу предметов отдаст. Уи! Сколько там урона с камней? 3700 я увидел, да? С одного камушка. Сейчас только... Это я только сейчас 20 стаков получил. Уи! Минус 27. Но это зеркало, хорошо. Марк живет пока что. Горного вождя хочется оставить, если честно. Вот сейчас, кстати, будет 2 раунда. Я по-любому их должен выиграть. Обязательно смотрите на опыт. Я тоже буду на это смотреть. И если опыт будет копиться излишне, даже когда у меня будет 12 уровень, это будет офигенно. То, как они сейчас сделали баф 6 людей, это реально топчик. То, что ты, неважно на какой доске выиграешь, ты будешь получать огромное количество опыта. Давно бы так сделали. А вообще лучше бы вернули книжки. Кто вдруг помнит, то раньше, когда ты играл, ты мог книжки собирать. А потом взял 10 себе и спокойно все книжки юзал. Тоже классная тема была. Так. Дум, не лети у меня. Хорошо. 4000. 23 стака на посохе. Добрый день. Добрый день. Уи. Просто столько урона в крутилку. Минус 26.
Если сейчас я прихожу им двоим, то это ГГ. То это ГГ. 61 и 64 опыта. Запоминаем. 61, 64 опыта запоминаем. Сейчас раунд выиграю. И смотрим. Если у меня будет переизбыток опыта до выбора таланта, это будет офигенно. Это будет шикарно. Но если сейчас им прихожу двоим, то я выиграю игру. Так. Марку пришел гоблин. 4000 камня. 4000 камня нанесли урона. Не имба. 25 стаков. Опыт купится излишний, ребят. Опыт излишний накапливается, смотрите. 8,64. А вот это уже попахивает имбой. Если ты рано баф людей собрал, то ты можешь такое начудить. О, берем уровень. То есть, по сути... А мне вот интересно теперь стало. Ну, это, конечно, скорее всего, нереально будет проверить никак. А если ты рано возьмешь 10-й, рано возьмешь баф 6 людей, возьмешь себе 12-й, накопишь опыта до 13-го, до выбора таланта. 13-й уровень возьмется или не возьмется? Ну, я думаю, возьмется. Раз опыт копится излишне с помощью бафа людей, то, скорее всего, возьмется. Вот есть у меня такое подозрение, что возьмется. Если это так, это будет такая имба. Это сложно реализуемо, но это возможно будет. Просто один раз камни закатятся, всех снес. Цепочка. Берем цепочку. Цепочку берем чисто так. Ради контроля, ради магического урона, ради монорегена в целом. И еще мифриловый доспех сверху. Добрый день. Сюда. Сюда эту прикормку. Так, шапку мы не трогаем, а вот это вот бесполезное трогаем. Агоним. Берем агоним. В омника. Почему нет? Так, 13-й взяли. Ну, надо ролиться. Че? Опа, друид последний, отлично. Все, хан в 3 звезды. Хан в 3 звезды. Идет омник. Морские. Давай морских поставим, почему нет? Марк как раз магическим уроном бьет. Ну и плюс, конечно, отражение у него от воинов имеется. Но, ребят, вы сами все видите прекрасно, да? У меня слишком сильно. Можно было бы вообще рыцарей докинуть. Так, ну что, помянем? Щита 5-го тира у тебя нету, поэтому покеда. Это жестко. Бессмертие ему упало. А бессмертие-то не работает сейчас так, как раньше. Контроль проходит сквозь бессмертие. И это на самом деле очень тупо. 27 стаков на посохе. Да. Вот такая вот игра. Вот такая вот игра. Когда ты тупо на скиллухе все доставал. Все имел. Имба. Имба. Реально. Все с первого раза достал, по сути. Ну, почти все. Но основные предметы с первого раза я достал. Все. Скиллуху проявил и показал, как бы, как надо. Как надо. Просто на жестком темпе всех вынес. Не, игра максимально показательная по скиллухе. Сначала мне выпал дизраптор, и я с дизраптором себя чувствовал вообще припеваючи. У меня перевоплощались и шаманы, и вообще кайфовал от жизни просто. Ну, бомба игра. Что еще добавить по поводу этой игры? На самом деле, нечего добавить. Ребятки, вот такая вот скиллуха. Вот. Все. По поводу патча. Единственное, что могу сказать, это то, что приятно, что не апнули посох 3-го тира. Теперь имбу можно реализовывать как хочешь, но всегда есть щит 5-го тира, который будет тебя контрить. Да, его чуть-чуть поднерфили. Вместо 50% теперь там 40% шанс срабатывания. Но, если честно, на игру это как бы повлияет, но не прям очень критично, потому что в ответственный момент щит 5-го тира у вашего противника будет срабатывать на 100%, а не на 40%. Вот.
Да ну, в принципе, все. Не вижу, кстати, смысла, если что, делать обзор на патч баланса. Он такой коротенький. В моем телеграм-канале, если что, там есть запись, где я все подробно расписал. Вот. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал, кто до сих пор этого не сделал. Также поставьте свой лайк. Мгм. И комментарии оставляем. Обязательно. Ну, соответственно, все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.